Не, теперь чуть-чуть назад надо. Татьяна, стекло. Ну, заодно. Денис, что такое? Да, отлично, все, пожалуйста. Сталинский, что ли? Что такой запах бабушки моей в квартире? Углеводы жареные, да. Какой, знаешь, древний. Это супер. Понимаешь, проектировщик весь день сидит за компьютером, зато имеет возможность потренироваться, подняться на 4-й этаж. Слушай, да. Твоя хата? Да, тут лаборатория инженерная, высокотехнологичная. Вдогонку к своему практическому умению строить, я пошел, получил еще высшее строительное образование. Есть несколько вопросов, именно касаемо к заказчику. Это законы, регламентирующие размер его участка и расстояние от границ. Нет смысла заливать лишний бетон. Допустим, где хороший грунт, нет смысла лить ленту глубиной 1,5 метра. Поэтому высота бортика, в принципе, может быть около 150 миллиметров. И сейчас пока предварительно я здесь поставил, значит, более толстые каркасные стенки. Вот у них толщина там 200 миллиметров. И вот мы в Воронеже снимаем ролик о конструкторской документации. Это вторая часть ролика по проектированию. И мы находимся в гостях у Дениса. Значит, после того, как мы сделали архитектурный проект с художником, он отправляется уже сюда, в Воронеж. И здесь уже начинается разработка уже рабочих чертежей конструкторской документации. Значит, скажу, что Денис – это мой друг. С ним мы прошли огонь и воду, так скажем. Работали на питерской площадке в начале нулевых. Сделали часовню в МЧС. Ну и в Сибири тоже на деревенских срубах тоже работали вместе, поэтому он знает, как рубить и все. 25 лет истории совместно. Зададим ему вопросы кое-какие, то есть по проектированию, откуда сам, то есть Денис, что, как он обучался. Ну, потихонечку сейчас будем вести диалог. Ну, давай, расскажи вкратце вот о себе, чтобы уже люди как-то представление было, кто ты, что ты, как учился, где рубил, что-то такое, какую-то общую информацию.
Ну, Саш, приехал я в Сибирь в 93-м году и, в общем-то, сразу начал рубить срубы. Первый сруб, первое строение сделал в 95-м году. И с тех пор, в общем-то, занимаюсь деревянными домами. То есть я овладел рубкой обычным топором и двухручной пилой. Тогда еще не было бензопил. Потом мы с тобой в Петербурге уже подключили, значит, бензопилы, электрорубанки, в общем, такую производственную технологию. И овладев непосредственно рубкой срубов, я их конструировал. Раньше это делал, конечно, там, ручкой, карандашом на бумаге. То есть ты уже тогда начал что-то рисовать, пытаться? Да, но вот первый сруб, это вот часовня в Гуляевке, и я ее тогда нарисовал. Хотя не я ее начинал, это был не мой как бы образ, но чтобы конструктивно что-то получилось, я сделал рисунок, нарисовал какие-то параметры, крышу, и мы это все, значит, потом построили. И дальше уже, после того, как наши срубы начали получать распространение, мы начали их вывозить из Сибири в города, да, вот мы в Балашихе поставили с тобой часовню для МЧС. Еще там что-то у нас было, в Красноярск стали вывозить. Вот потом я уже стал постепенно переключаться на непосредственно проектирование. И, как это говорят, вдогонку к своему практическому умению строить, я пошел, получил еще высшее строительное образование. То есть я инженер-строитель. Здесь, в Воронеже, да? Это в Воронеже, да, Воронежский. Тогда это был государственный архитектурно-строительный университет. Хорошее, очень сильное учебное заведение. Я получил там профессию и диплом инженера-строителя. Пока учился, я уже проектировал, то есть уже работал в компьютере, создавал дома, создавал конструкции, чертежи. И, собственно, после завершения образования, получения, я это продолжил. И это стало как бы сейчас основным моим видом деятельности. Хотя иногда я также участвую в строительстве, как организатор, или непосредственно там с топором, с бензопилой приезжаю на стройки поработать, чтобы поддерживать свои теоретические знания, чтобы практически... Чтобы навык не уходил. Чтобы навык не уходил, потому что инженер должен понимать непосредственно, как все это обязательно соединяется, как это работает. Тем более, значит, деревянное строительство сейчас в таких масштабах и в таких конструкциях, оно новое у нас разновидностей в России. Тоже много разных. Разновидностей много. Мы берем что-то из канадской архитектуры, значит, из Европы, из разных стран потихоньку, да, вспоминаем что-то наше исконное русское, вот кижи наши строили. Поэтому это обязательно любой проектировщик по дереву, он должен понимать, он должен обязательно пощупать это руками. Вот, он должен знать, как это работает, где происходит усадка, какие должны быть стыки между бревнами, как там будут скользить, к примеру, стропилы в крышах, чтобы это все потом работало, чтобы конструкция была прочной и надежной. Но основное время, конечно, я занимаюсь проектированием. Вот, собственно, это короткая история. На сегодняшний день это получается, если в 93-м году я начал, сейчас 2020 год, это практически 27 лет. Ну, у тебя где-то 30 лет. И у тебя примерно так же. Мы почти уже 30 лет с деревянными домами работаем, да. Угу. А скажи, вот, сколько объектов подсчитывал, допустим, сколько ты чисто спроектировал, сколько ввел сам там уже до эксплуатации? Есть какое-то количество, допустим, лафетных домов, там, рубленых, пост-н-бим? Да, несколько десятков. Я тебе точно сейчас не скажу. Нужно сесть, посчитать. Количество проектов у меня сейчас уже идут больше 100 сделанных. Непосредственно самих проектов. Сколько из них построено? Я думаю, это не несколько десятков, как минимум, за последние 10 лет. Как отзывы строителей, отзывы заказчиков? То есть есть ли какие-то нарекания там, и, отрицательные какие-то моменты? Ну, это сложно сказать. Строительство как бы
на самом деле такая область и область строительных договоров, где отзыв заказчика, он обычно растяженный по времени, потому что дом после того, как построен, он еще продолжает давать усадку в течение там 2 лет. Происходит обслуживание. Не, просто я к тому, что, знаешь, бывает, ты там напроектировал, уже на стадии строительства начинает ругаться строители, начинает тебе звонить заказчик и говорить, не пойдет, давай переделывай, давай что-то там. То есть, и ты бросаешь этот проект, который ты сейчас делаешь, хватаешься вот за этот, который косячный, грубо говоря, и начинаешь там что-то вникать. То есть, ну, вот какие-то такие. Нет, ну, во-первых, все, что я проектирую, то, что мы с Витей делаем, мы делаем проекты, согласовывая непосредственно с исполнителями. То есть с тобой мы обсуждаем конструкцию сруба всегда, а с теми, кто будет делать крыши, мы обсуждаем конструкции стропильных систем, с теми, кто делает фундаменты, изготовление фундамента. То есть когда проект уже начинает вступать в его стадию исполнения, он уже прошел обсуждение практически со всеми исполнителями. Поэтому там учтено очень много нюансов, которые знают люди, которые это непосредственно руками все делают. Получается, сам исполнитель должен тебе какие-то вводные давать изначально, чтобы не было потом таких. Каких-то нареканий, какой-то критики существенной, поэтому от исполнителей у меня практически никогда не бывает, потому что проект с ними обсуждался уже на стадии его изготовления, черчения. Все было с ними. Значит, да, бывает такая ситуация, когда проект возвращается обратно, и его приходится переделать, но это чаще всего происходит в том случае, когда заказчик, хозяин будущего здания, он в процессе строительства начинает вносить какие-то изменения. Он хочет сделать окно побольше. Ну вот у него приходят постепенно идеи, потому что не всегда заказчик успевает осознать. Четко понимает, что ему надо. Вот есть, в принципе, допустим, срок проектирования дома большого, допустим, в 300 метров квадратных, и он должен составлять где-то 6 месяцев. Начертить его можно быстро. Чертежи можно сделать за 1-2 месяца. Но процесс осознавания, когда заказчик в нем как-то виртуально пожил, он понял, составляет на самом деле около 6 месяцев. Это не мои цифры, это вот статистика такая. Если сделать это быстрее, то он какие-то вещи не успевает понять. Не созреет. И он начинает вносить изменения, да. На стадии строительства он приходит и говорит, ребята, давайте, может, здесь вот окно все-таки выпилим. Я вот сейчас вижу. Ну, да, возвращается проект, я его переделываю, строители вносят изменения в натуре уже. Это обычная практика, бывает такое. Бывает, что от начала до конца все строят. Идеально. Все, ничего не понимаю. Да, у меня некоторые проекты, он в работе может быть год и даже больше. Потому что и за год я делаю практически там 50 вариантов проекта, 70 файлов я издаю. То есть заказчик, он все время думает, он живет в этом доме. Я высылаю ему двухмерные чертежи, высылаю файлы с трехмерной моделью. Он там, значит, эту модель вращает в компьютере, в смартфоне сейчас можно вращать. BMX файлы, он вращает прямо в смартфоне, он смотрит, и он как бы действительно живет в этом доме. И он в течение там 2-3 месяцев, он все детали прорабатывает со мной. Он прорабатывает эти детали, и когда проект уже приходит в исполнение, он проработан практически до сантиметра весь. Вот это, конечно, очень хорошо. Ну, давай тогда плавно перейдем к проектам, уже к конкретике. Есть несколько вопросов, именно касаемо вот, к заказчику. То, что он должен понимать, то, что он должен, допустим, уже знать внутри себя, когда к тебе обращается, да, какие-то этапы. Допустим, на стадии фундамента, геодезия, вот, там у нас позиционирование дома. На участке. Дома, сруба на участке. То есть какой должен быть, какая должна быть архитектура, какая должна быть масса дома и так далее. Вот что ты можешь по этому сказать? Есть ли какие-то, может быть, нормы, знаешь, какой дом можно ставить, какой нельзя по высоте, там, по размерам, я не знаю, пост-энд-бим, там, может быть, вообще пост-энд-бим там не клеится. То есть как быть, то есть как ему определить. Или же вообще он может просто чисто на свое, знаешь, там, творчество, вот захотел такой-то и сказал тебе, или там архитектору, там, я хочу вот такой и все.
Вот, а мы ему говорим, допустим, нет, нельзя. Почему? Потому-то, потому-то. Но вот нет, нельзя, мы можем сказать в каком только случае, если запрещено строить, значит, если его образ, его мечта не совпадает с законами Российской Федерации, с земельным там каким-то, да, с архитектурным, есть градостроительным. Ну, есть такие, это законы, регламентирующие размер его участка и расстояние от границ. Ну это... Поэтому в первую очередь, как только человек проектирует, дом — это то, что стоит на земле. Это недвижимость, которая стоит всегда на земле. Поэтому в первую очередь обращается внимание на участок, на землю. Какие там соседи? Если стоят близко дома, то мы можем попасть в ситуацию, что нам необходимо будет от этих домов соблюсти пожарное расстояние, там в 10-15 метров, в зависимости от того, какие эти дома стоят соседние, кирпичные или деревянные, то есть вот такие нюансы. А если их, допустим, нет, то нужно соблюдать границу от заборов, расстояние от заборов. И эти расстояния нужно определять не по фундаменту, а по свесам крыши, то есть от крыши крайние точки. Проводить проекцию на землю. У нас в деревянном домостроении все крыши, они на большом удалении от стены находятся. Они до 1,5 метров могут находиться. Поэтому, если у нас, допустим, стена в 3 метрах от забора, как разрешено, а крыша-то еще 1,5 метра. Еще выступает. И фактически нам надо стену дома отодвигать от забора на 4,5 метра. И вот эти нюансы, их нужно сразу обязательно по участку посмотреть. Для этого есть определенные, конечно, инструменты, значит, и, как сказать, определенные чертежи, которые можно заказать в архитектуре в местной. Так называемые участка. ГПЗУ, да. То есть нужно иметь, если заказчик, хозяин будущего строения, он приступает к строительству, ему нужно иметь кадастровый план. Это точки, точные границы, выставленные, значит, по спутнику. И плюс он заказывает еще в местной архитектуре ГПЗУ. Это такой план, где ему вот на плане участка ему нарисуют заштрихованный прямоугольник, в пределах которого он может все строить. Вот. То есть это уже документ, на основе которого он потом может прийти и всегда сказать: я построил в отведенном, четко разрешенном месте участка и, значит... А он может сам с рулеткой это сделать или, допустим, пригласить ребят, которые приедут и может. С рулеткой? Потому что, ну, такое спутниковое, вот эти планы все, они не Нет, во всех... спутник не может. Это только геодезистов вызывать. У нас нету другого способа. Это вызывается официальная лицензированная бригада геодезистов, которые, значит, специальные приборы они выставляют, и это считается совершенно, значит, вот этот колышек, все это закон. Да, это уже незыблемое, это его абсолютно территория, она не попадает на соседскую. Все. И дальше мы уже смотрим вот все разрешенные, значит, расстояния, и вот мы понимаем, что вот в этом вот размере, с учетом всех расстояний от заборов, мы можем строить. На что мы дальше смотрим? Уклон участка. Уклон участка — это очень важная штука, которая может повлиять на форму дома и на фундамент. Если все типовые проекты, которые мы видим, значит, в интернете, они в основном вот нарисованы на горизонтальной земле. А очень много участков, у которых уклон вот так вот идет. И перепад, если у нас большой дом в длину может быть легко достигать 15 метров, правильно? С учетом перепада там 10 сантиметров на метр там или еще, короче, перепад может быть и метр, и 1,5, и даже 2 легко. Вот. И, соответственно, это нужно учесть при проектировании, что у нас появится в одном, значит, месте у нас будет высота фундамента 70 сантиметров над землей, а ниже по склону 2 метра может получиться. Соответственно, мы уже будем вести речь практически не о мелко заглубленном фундаменте, а будем вести речь о том, что у нас получается полноценный цокольный этаж. И мы приходим на участок и говорим: ребята, ну у вас такой уклон, что вам в любом случае нужно будет делать цокольный этаж. Вы от него никуда
не уйдете, потому что он перепад высоты. Или вы ставите, значит, какие-то сваи. То есть это вот так вот, что касается земли. Ну и, конечно, грунты. Значит, конечно, лучше всего вызывать, опять же, лицензированных геологов, которые пробурят скважины и выяснят, где там у нас под землей находятся опорные грунты. Где находятся твердые грунты, до которых мы должны либо сваи забить, либо они очень глубоко, и мы тогда просто делаем плитой, плавающей плитой весь фундамент. И пусть он у нас стоит на мягких песках, ничего страшного. Деревянный дом, у деревянного дома масса небольшая по сравнению с кирпичами. Он не тяжелый. Или мы делаем мелко заглубленную ленту, там разные варианты. Но инженер, который сядет и будет конструировать непосредственно фундамент, он будет опираться только на результаты геологии. А смотри, постенбим и сруб. Есть ли какие-то разницы, опять же, в построении фундаментов для них? То есть, может быть, на какой-то почве вообще нельзя делать постенбим, так как у него все-таки столбы, подвижки какие-то? Или же не имеет разницы? Сруб, насколько я знаю, это самое прочное вообще для сейсма. И, Да. то есть у меня батя военный, там разрабатывали там, от ядерных этих. И вот у них там прям четко было написано сруб. Он... Сруб вообще можно ставить на пеньках. Даже если, значит, будут происходить какие-то движения. В чашках он будет играть, в соединениях останется. Да, он никогда не треснет, как кирпичная стена. Он просто будет, как русские санки, которые на вот этих вот шкантах сделаны. Они вихляются, но никогда в жизни не ломаются и не разваливаются. Вот. Но сруб, он, конечно, не настолько вихляется. Ну, да, Но тем более, он- что в получашках все равно идут соединения. Да, да, все равно у нас идут соединения, поэтому небольшие какие-то, даже если подвижки в срубе произошли. Постенбим. Постенбим у нас это сделана пространственная модель из столбов и балок. Такая молекулярная решетка, которая потом заполняется внутри различным типом стен. Мы можем с тобой туда заложить бревна, да, Да, забир но будет. опять же, каркас основная, силовая, получается, все Да. равно на столбах, на стропилах, то есть они держат. Да, столбы, стропила. Ну, можно, допустим, вставить, если между столбами кусок каркасной То панели. это как раскос будет Он работать. будет работать как раскос, он жесткий. Но вот не все будет. равно все-таки как бы акцент получается. Есть ли разница фундаментов срубовых и постенбимов? Но я считаю, что под постенбим тогда должны быть более такие существенные требования для фундамента. Ты сталкивался уже, проектировал Вот именно на для- столбах бы я, на столбиках, на пеньках бы постенбим я бы не ставил. То есть если, но у нас в принципе, понимаешь, сейчас все современные дома, которые мы строим в городах, фундаменты все делаются с запасом. С запасом. Они все делаются качественные. Сейчас же как, если у нас в Сибири есть дома, которые по 100 лет стоят, и они стоят просто на земле, на гравийной подушке. Но сейчас, конечно, так никто не делает. Поэтому сейчас единственное, что имеет значение для проектировщика, это масса дома. Под эту массу у нас в основном там 2-3 типа фундаментов. И они будут, я думаю, эти фундаменты одинаковые, что под постенбим, что подрубленное здание. Это в основном либо лента, либо плита. Если под лентой, если нагрузка большая, под лентой просадочные грунты, тогда проектировщик забьет сваи. Он определит, что, допустим, ребят, у вас песок просадочный, а на глубине 5 метров у вас начинается твердый грунт. Поэтому мы сейчас забьем сваи. Вот сейчас вот есть эти машинки, ездят, да, железобетонные Ну, сваи. да. Бум-бум-бум, забил сваи, и прям поверху, практически по траве, отливается лента. Ростверк, да, Да, и плита всё. сверху. Да. Плита сверху, это уже как основание пола льется. Ну, смотри, плита получается все-таки лучший вариант для срубов, да, сейчас вот в данный момент. То есть, как бы какие-то деревянные балки и так далее, это уже прошлый век. Если мы не слишком высоко задираем эту плиту по каким-то обстоятельствам, конечно, плита сейчас эффективней, да. Делают, когда как бы поэкономнее хотят, то можно насверлить
металлические сваи. Положить из бруса обвязку, значит, деревянные балки сделать. Как эконом-вариант это тоже проходит. Это имеет абсолютное право быть. Ну, не сгниют они, эти металлические сваи, через какое-то время? Да сваи не сгниют. Нет, это все на жизнь человека, в принципе, любого дома хватит. Ну, знаешь, построить, если неправильно, может, наверное, все что угодно сгнить. Но если более-менее с толком это делать, есть эконом-вариант такой существует. Но, в принципе, как бы я лично с этим редко сталкиваюсь. То, что сейчас у нас, потому что дома, которые мы делаем, это все-таки более дорогие дома. Ну, премиум класса у тебя в основном же идет постенбин, срубы, кедр. Это больших кедр. диаметров. Плюс люди, которые строят эти дома, там же цена у нас не только с тобой в наших срубах, правильно? Кедр, он сам по себе дорогой и дорожает. А цена еще в отделочных материалах. Люди обычно сразу выходят в премиум уровень и используют дорогую половую правильно, если доску, у тебя краску сруб дорогой, то, соответственно, все другие И материалы. какой смысл, если, значит, инвестируются приличные деньги наверх, нет смысла экономить на фундаменте. Нет смысла заливать лишний бетон. Допустим, где хороший грунт, нет смысла лить ленту глубиной 1,5 метра. Абсолютно. Есть официальный стандарт для, значит, Москвы и чтобы перерасхода не для было, других, есть мелко заглубленные фундаменты. Все. Выкапывается траншейка, трамбуется песок с гравием и практически опять по траве льется лента. И по ленте уже отливаем плиту. Вот. То есть, как бы, вот тут действительно экономия. Тут нет смысла нам там 1,5 метра, мы сэкономили. Ну а дальше все-таки лучше сделать плиту и по плите уже выкладывать утеплители, проводить, значит, электричество, воду, теплые полы. Обычно толщина пола может легко набираться в 20 сантиметров. У нас ну вот даже больше. Сейчас, да, я хотел бы перейти по-разному. к следующей части. Это уже вот мы определились, фундамент какой, дом примерно. То есть я так понял, что можно, в принципе, любую конфигурацию, любой стиль. То есть деревянный дом он позволяет. И Да. фундамент не надо там особо. То есть на любых грунтах мы можем это сделать. Вообще на любых. То есть, ну, просто вписать его в ландшафт как-то, да, посоветоваться Даже на воде. с художником. Плавающий, может Ну, быть. есть такие, да. То есть уже и приступить к строительству. Вот по фундаментам. Теперь пошли, значит, уже строить дом. Мне кажется, то есть как вот, может, ты тоже подскажешь, заказчику надо определиться с полами. То есть какие будут полы, это основа, да. Теплые, деревянные, керамогранит, плитка, там что там еще может быть, ламинат. Дерево, массивное дерево. И то есть и плитка. получается Два самых варианта. Наверное. да, если это будет дерево, то есть тогда можно ли сделать их теплыми? Это раз. Высота вот этого бортика, да, куда мы заложим коммуникации, получается, нам надо понимать, что ее надо тогда закладывать. То есть, чтобы было понятно, это плита и бортик какой-то, на котором уже будет стоять сруб. Да. И вот это вот расстояние мы должны, поднимаем сруб, мы над должны плитой мы понять. поднимаем обязательно. Либо же это будет просто заглубленный в сруб, получается. То есть, если мы сруб поставили на плиту, и туда уже Можно, но внедряем, но это уже... По нашей общей практике и практике многих партнеров, которые строят деревянные дома, все-таки есть смысл сруб поднять над плитой. Вот высота этого поднятия, она уже определяется двумя, наверное, факторами. Первый фактор — это насколько у нас сама плита холодная или теплая. Есть показать? Так, ну вот, значит, что касается у нас вот этого бортика да, для бортика, инженерных. дополнительного цоколя. То есть вот смотри, показываю, сейчас я сниму тут отделку фундамента. Вот у нас получается идет лента, к примеру, плита железобетонная и вот этот вот, значит, бортик. Бортик, на котором приподнят сруб. Еще лучше это будет видно внутри. Вот внутри мы, значит, временно удалили участок пола. Вот таким вот образом. Ну, здесь кирпич, да, а в принципе тут может из бетона это будет, да. так же.
Это может быть даже из лиственного бруса, к примеру, как вариант. Но все-таки чаще мы применяем бетон или кирпич. Потому что здесь у нас влажная сфера, здесь у нас льются стяжки. Значит, если у нас плита холодная и под плитой нет утеплителя, то нам желательно положить сверху здесь сантиметров 10 утеплителя пенополистирола. Потом, значит, провести какие-то инженерные системы, провода, трубы. Ну и, допустим, теплый пол у нас, стяжка с теплым полом еще условно там 10 сантиметров. Сантиметров 20 примерно. Сантиметров 20. А дальше у нас еще идет плитка или массивная доска по фанере. Это еще может быть там 3-4 сантиметра. В итоге мы здесь легко можем набрать где-то 20, 23, 24 сантиметра. Поэтому высота бортика, в принципе, может быть около 150 миллиметров. А если заложено все уже в плиту, скажем, полы, Если, да, там, тогда как? да. Если в плиту все заложено, то мы можем практически сруб положить прямо на плиту. Но только все равно, допустим, на лиственничную доску поднимаем и уже какие-то электрику там Да. разводим. Допустим, да, делаем либо небольшой железобетонный бортик, там 2-3 сантиметра, либо лиственная доска. И у нас тогда здесь под срубом будет, между плитой и срубом у нас будет вот все-таки небольшой зазор останется, в который мы можем, значит, что-то нам разместить, то, что нам необходимо. Но с холодной плитой вот действительно вот может быть такая ситуация. Возвращаем назад наши полы. Скажи, что вот нужно заказчику, чтобы определиться, так скажем, при изготовлении фундамента, надо же понимать, где будет стоять раковина, где будет стоять там, не знаю, унитаз для слива, для разводки розеток, опять же, тех же. То есть он должен понимать, это получается на стадии какой он должен понимать, что это? На стадии архитектурного проектирования. Это вот, допустим, с данным, вот с этим, да, проектом. Дом в Латвию смотрим. Дом в Латвию. Архитектор, художник нарисовал фасады. Заказчики дали свои предварительные планировки. Вот. С мебелировкой? Они уже дали с мебелировкой, да. Но такое, это, конечно, не всегда такое может быть. Я это там... сказал, это по-европейски подошли. Да, это заказчики. Но, в принципе, как бы сперва мы обсуждаем основные помещения, где у нас что находится. И мы, значит, решаем, что вот здесь вот будет санузел. Уже на архитектурном этапе мы можем здесь расставить необходимые сантехнические приборы. Разместить душевую кабинку, ванну, унитаз, биде, раковину, в общем-то, все, что нужно, стиральную машинку. Вот здесь с этим проектом было так, что заказчица предварительно уже вот это все нарисовала. Все. Вот. Поэтому дальше уже, когда придут, значит, инженеры, они точнее не придут, а уже вот на этой стадии я им отправлю эти планировки инженерам по, значит, воде, по отоплению. И они посмотрят мой проект, мою планировку. И первое, что они мне должны подтвердить, это размер котельной. Вот здесь вот у нас с учетом еще, видишь, здесь, значит, дополнительные каркасные стенки я поставил. Ну, это как не горючее, получается, уже дополнение. Но вот в данном случае у нас две спальни, спальня 1, спальня 2. И между ними располагается котельная, в которой будет стоять, предполагается, бойлер, работать на палетах. Газа там нет. Соответственно, он будет издавать какой-то шум. Будут издавать шум насосы. У нас же горячую воду гоняют насосы по батареям. Эти насосы крепятся, трубы крепятся к стенам. И это все создает небольшой фоновый такой вот шум. И сейчас пока предварительно я здесь поставил, значит, более толстые каркасные стенки. Вот у них толщина там 200 миллиметров. Для того, чтобы нам сделать шумоизоляцию. То есть не просто противопожарную, а еще как бы шумоизоляция. И в результате чистая площадь вот у нас между всеми стенами. Мы обязательно чистую определяем. Значит, примерно 11 метров квадратных. Я это отправляю инженерам по отоплению. И они мне говорят, да, мы здесь разместим все наше оборудование. Все нормально, нам хватает этой площади. Только после этого мы считаем как бы утвержденный размер котельной.
Если они говорят, нам не хватает здесь, надо больше, мы там, к примеру, значит, будем стену выносить, да, там мы добавим еще 1 метр, обсудим с заказчиком, скажем, площадь больше нужна. А инженеры это твои какие-то знакомые или кто это вообще инженеры? Что за компания? Значит, здесь есть 2 пути. Первый путь — это проектируют, да, мои партнеры, к примеру, которые занимаются исключительно монтажом и проектированием инженерных систем дома. Вода, отопление, канализация, вентиляция. К фундаменту это относится? Нет, к фундаменту это не относится. Но это все должно быть согласовано с фундаментом, естественно. Ну, да, кто тогда, получается, фундамент это все делает? То есть ты тогда, да, получается, фундамент Фундамент делает тоже, значит, мой партнер. Я ему отдаю план фундамента, его размер, габариты. Он уже, согласно геологическому исследованию грунтов, делает глубину фундамента, закладывает нужное количество арматуры, определяет сечение арматуры. Вот. После этого я ему еще обозначаю, получая от инженеров по отоплению, где у нас подходят под фундамент трубы, выходы. То есть получается, я как бы согласую со всеми, да, согласую со всеми, значит, смежниками. А с отоплением что получается? Это либо делают мои партнеры, они мне сделают все чертежи инженерных систем, которые заказчик потом, значит, с какой-то фирмой, утверждает, да, или отдаст прорабу своему, вот, и они будут это реализовывать. Либо все-таки мы воспользуемся, мы же строим в разных городах, допустим, ну вот это мы будем строить в Прибалтике. Кто в Прибалтике будет ставить инженерные системы, кто будет монтировать радиаторы, проводить трубы. Наверняка это местная какая-то организация. На их язык всю эту документацию, как они говорят. Да, и тут 2 пути. Либо мы здесь спроектируем, отдадим им, либо проектировать будет их инженер, который у них сидит непосредственно в их фирме. Накладки могут быть потом. Может быть. Это мы будем все выяснять в процессе работы. То есть, если будет работать их инженер, тогда они мне дают его контакт, и я с этим инженером обсуждаю все детали. То есть, он также мне утверждает размер котельной. Он говорит, что да, вот здесь можно нормально проходит, здесь поставить санузел, значит, какие-то стояки там вывести над крышей. Обязательно у нас обсуждаются все дымоходы. Что с инженерами что значит со специалистами по инженерным системам нужно утвердить в первую очередь? Это размер котельной, уместится ли туда все оборудование и все нормативы. То есть у нас в котельной, возможно, нужен дополнительный вход, практически всегда нужно окно дополнительное, выход там, куда он выходит технический. И здесь будет стоять у нас дымоход. Мы смотрим дальше, значит, я обсуждаю с ними размер дымоходов и смотрю, как он у меня проходит, через какие конструкции. То есть у меня дымоход порой, он может быть очень большой. Там 60 сантиметров на метр или еще больше. Метр на метр. Вот у каминов может быть дымоход размером, в итоговая коробка, 70 на 70, 80 на 80. И мне нужно его протащить через все. Понимаешь, что у нас с тобой стоит? А у нас сверху, значит, потолок со всеми балками, стропила, бревна наши могут оказаться постенбим. Поэтому обязательно, вот сейчас вот здесь у нас, значит, предполагается камин. Мы будем обсуждать уже точное расположение камина и вот этого дымохода, и будем смотреть, значит, чтобы у нас проходило, чтобы мы могли спокойно, значит, разместить чтобы здесь все дымоходы, они прошли между наших бревен, чтобы ничего не мешало друг другу. Ну так, это пока вкратце. Ну, понятно. Вот смотри, то есть получается, заказчик определился
есть местоположение мебели, каких-то санузлов, там вот этих унитазов, ванн там и прочих всех. Да. Высотой розеток, высотой выключателей, всех, значит, где будут приборы осветительные висеть. То есть все это он определился с тобой, ты с инженерами это согласовал, все это внесли в фундамент, да? Да. Вот. Также ты делаешь модель сруба дома так, чтобы все вот эти разводки, они же могут в стену попасть. То есть если не учесть ширину бревна, диаметра, в итоге ты близко зальешь к стене и просто попадешь, дырка вот эта вот в бетоне, которая она выйдет, труба попадет в бревно. Ну, попадет в бревно, То есть ты, конечно. получается, все вот это с инженерами, с заказчиками, Я это все это согласуешь и вносишь уже Да. в проект. Да, согласование со всеми смежниками. То же самое касается, у нас протески есть, да, в комнатах, то есть там, где будут стоять гарнитуры какие-то, также кабинки и прочее, что требует прислонения, так скажем, к плоскости. Мы это обсуждаем с заказчиками. Дело в том, что практически всегда, вот мы рассматриваем с тобой, берем. Ты сразу предлагаешь, допустим, Да. говоришь, вот здесь протеску можно Да. сделать. Я сразу оповещаю о том, что необходимо. Вот заказчик присылает мне, здесь, значит, ребята уже, видишь, предварительно сделали план даже кухни, вот в таком формате, в своем. Я им объясняю, ребята, здесь у нас круглое бревно, поэтому в любом случае мы, значит, либо тогда протесываем здесь под шкафы, потому что нам необходима какая-то каркасная перегородочка, которую мы будем крепить. Либо мы, значит, добавляем толщину за счет там бруски какие-то будем к стене монтировать. Если у тебя круглое бревно, Да, плюс еще стена, да. это Съедает. Вот как здесь, это фактически, видишь, у нас площадь сокращается. Вот этот 11,3 метра квадратных, она может быть больше, если мы, значит, допустим, мы уберем вот эти вот каркасные панели, раздвинем их в стороны, протешим бревна, панель все равно где-то, может быть, и она будет необходима, потому что внутри этой панели мы проведем еще трубы. Может быть. Но это это просто детали. Но это все равно будет лучше. То есть ты как бы на протесанную стену, либо это будешь ставить панель. Конечно. Да? То есть либо на круглую. В данном случае, вот здесь мы, допустим, если просто расположены шкафы по стенке, мы можем здесь действительно протесать стену, и шкафы будем крепить непосредственно прямо к стене. Но это уже, детали. Да, это детали, они решаются. По особенностям рубки такой вопрос. То есть разные, да, виды рубок. И там и брусовые технологии, и оцилиндровка, русская чашка, лапа. Вот. У нас канадская рубка в седло с завешиванием. Соответственно, это налагает как бы особые требования к планировкам, там, к проектированию. То есть это обналичка, да, то есть мы не можем там, допустим, сделать ее близко к затесу, к месту переруба, да. Это глухие чашки, когда простенки, они упираются, вот, и не выходит переруб у нас как бы за противоположную стену. И есть еще много моментов, вот, ты это сразу учитываешь и, допустим, уже проектируешь, да, после эскизного проекта, уже с этим учетом, либо ты, допустим, какие-то те сложные моменты, ты, понятно, со мной там договариваешь. И... Саш, по-разному бывает. Конечно, желательно все учитывать сразу, вот эти моменты. А как он может? Чтобы заказчик настраивался. То есть это как-то надо видео, наверное, отдельно снять именно по особенностям. Может быть, но я сейчас вкратце покажу несколько моментов. Так, Саша, давай посмотрим некоторые моменты прямо на чертежах, которые можно сейчас вот обговорить и которые, наверное, пригодятся. Это вот план этажа. Вот у нас переруб. В данном проекте, в соответствии с толщиной бревна, мы 600 мм от оси бревно делаем. И вот так вот его делать нежелательно, убирать в полчашки. Правильно же? Да. Вот хочется здесь вот убрать, да, и думаешь, а зачем он тут, этот выступ, как бы мешать вроде бы будет, да?
Но это не кирпич, это не кирпичные стены. Здесь прочность сруба, она держится как раз на перекрестных вот таких вот соединениях. Поэтому такие ситуации желательно все исключить. Пусть лучше будет, значит, бревно перевязано со стеной, пусть будет здесь, оно будет, значит, торчать из стены. Ничего страшного, мы тут заранее предусмотрели. Вот у нас, значит, 3 метра, 160 миллиметров, то есть 3 с лишним метра здесь, чтобы разместить, к примеру, кровать. Нам хватит поставить кровать и 2 тумбочки. То есть вот такого типа соединения, где нам очень хочется убрать выступающие углы, и как будто бы заказчику изначально кажется, что так вот будет красивее, вот так, как вот в кирпичном доме, да, мы вот это убираем. Мы заранее понимаем, что это сруб. Он со времен еще наших там строительства церквей в Кижах, он всегда имеет, значит, перевязку в углах. Поэтому не нужно, это красота сруба в этом его прочность, не нужно это убирать. Но, конечно, бывают такие ситуации, где заказчик прям чуть ли... Не плачет. Да, он вот хочет, ему кажется, что вот здесь он слишком сильно выпирает, и здесь вот нужно хотя бы чуть-чуть его покороче сделать. Но тогда мы непосредственно с тобой обсуждаем, может быть, вот здесь, вот только лишь здесь мы, допустим, можем сделать его на 5 сантиметров короче, к примеру. Есть варианты столбов, установок, есть варианты рубка в лапу, но это тогда без скрайбинга мы должны рубить сруб. То есть если мы просто кладем все на пазы, без завешиваний, тогда это можно сделать. Вот, то есть, но уже технология уже не будет такой канадской. Ничего страшного. Да, вот в данном случае здесь переруб этот есть, он просто спрятан за лестницу, а то будут, значит, зрители потом спрашивают, что это у нас такое. Здесь вот, значит, полноценный переруб, это лестница, на него сверху будет опираться. Второй момент, это близость дверных и оконных проемов к пересечению стен. Желательно здесь выдерживать расстояние также, но не меньше вот 600 миллиметров, не меньше вот этого же. Да. То есть можно, конечно, но у нас здесь в реальности, это же просто чертеж такой сверху стандартный. Здесь в реальности вот эти вот затесы, да, они у нас большие, они вот здесь идут, а потом идут от чашки затесы. И здесь это все пересекается. Поэтому вот для того, чтобы нам поставить дверь здесь, дверь у нас полотно размером 880 сантиметров, это размер полотна. Но обычно в деревянном домостроении применяются мощные дверные коробки. И у нас фактически на дверной проем, значит, с полотном 800 размер проема в стене, вот какой у нас, видишь, 1000 метров. А если мы захотим здесь поставить полотно размером в метр шириной, то у нас ширина проема то в стене уже метр затесы 20. будут срезаться, и все, Да. все уже будет криво. И фактически мы здесь, чтобы у нас поместился нормально вот этот проем, расстояние здесь между стенами должно быть 2,20. Вот эти вот все моменты. При диаметре 40, 42, Да. 44 сантиметра. Да, при хороших диаметрах. Ну, та же самая ситуация с окнами. Вот, допустим, здесь. Заказчики попросили вставить небольшое окно в кладовке. Видишь, чтобы его сюда поместить, я определяю здесь, значит, расстояние. Вот сдвигаю 600 миллиметров. Я понимаю, что здесь уже можно начинать, значит, оконный проем. И в итоге у меня, значит, на 900 миллиметров шириной я могу здесь разместить окно. Но, наверное, еще какие? Может быть, ты еще подскажешь что-то? Я хотел немножко отклониться и поговорить про проемы, про окна и двери. То есть профиля. Сейчас вот с Тюменью мы работали, столкнулись, да, что заказчик уже знает, где он будет брать эти профиля. То есть они же у нас будут, получается, вставляться в обсаду. Да. Вот. То есть система обсада, и в них мы вставляем уже профиля со стеклопакетами. Они тоже имеют определенную толщину там, и полотно, соответственно, тоже будет определенного размера уже.
Да. И ты можешь сказать про это, потому что ты вот общался, ты уже там переработал. На это. словах сейчас могу. Давай Хорошо. хотя бы, да, на словах. На словах у нас такая система. У нас рама, которая делается на производстве со стеклом. Сейчас это в основном делает производство, потому что это стеклопакеты, это порой будет упрочненная конструкция, даже деревянное окно. Внутри рамы может быть металлический каркас еще дополнительный. Вот эта рама, которая будет сделана, она не может быть в сруб вставлена просто так, как в кирпичную стену. Но только постенбим может быть. Может быть. Но в любом случае нам нужна дополнительная коробка из доски или из бруса. Да, по срубу. По срубу. Именно сруб. Постенбим, Да. там другая немножко ситуация. У нас все стенки из бревен сруба, они будут садиться вниз. И они будут в этой коробке немножко так двигаться вниз. Это, конечно, очень медленный будет, постепенный процесс. Но будет. Но будет, да. Поэтому у нас оконная рама, она же статичная, она не может сокращать свои размеры. Не так, не так. Все, там стекло. Поэтому она должна стоять в коробке, а коробка обеспечивает сдвижку бревен вниз. Вот эта коробка у нас занимает по 5 сантиметров, по 7 сантиметров с каждого края. Плюс еще по 2 сантиметра мы получаем на утеплитель. Итого мы с боков можем иметь сантиметров по 10. И потом уже рама. Соответственно, а само стекло в этой раме, оно еще меньше. То есть еще 10 сантиметров. В итоге получается, что если мы хотим поставить раму размером в 1 метр, нам нужно проем выпиливать в 1,20 м. Это пока условно, приблизительно. Вот есть такие нюансы. И получается, что коробки у нас в основном обсаду делает отдельный мастер, да? Но в итоге мы, когда проектируем, должны учитывать. мы это все согласовываем. Я созваниваюсь с мастером по коробкам, обмениваюсь с ним чертежами, он мне присылает чертеж своей коробки, какой у него там размер четверти, сколько он утеплителя положит. Я, значит, нахожу контакты с производством. Заказчик нам дает свою фирму, говорит, вот я делаю окна там-то. Я обращаюсь к ним и говорю, ребята, пришлите мне, пожалуйста, чертежи вашей рамы. Я должен определить ее размеры, должен согласовать. Ну и в итоге, значит, математическим путем все высчитываем и ставим размер проема. Допустим, если здесь заказчик у нас обозначил вот окно в спальне 1,40 м шириной, да, то мы ему говорим, что давайте здесь сделаем, к примеру, сам проем, мы его сделаем хотя бы 1,5 метра, вот, хотя бы 1,5. А может быть даже до 1,60 м мы его увеличим. Ну, ему-то, по идее, заказчику какая разница, да, он же показал, какое окно у него должно быть, а проем-то, ну, это уже наше усмотрение. Да. Единственное, чтобы он не вписывался, там, не перерезал обналичку, затес и так далее, то есть, ну, уже наше. Ну, может быть такая ситуация. Мы можем, особенно есть места, где очень мало места для окна, и мы им объясняем, вот здесь вот мы максимум можем вписать с вами проем размером, шириной в 90 сантиметров. Вот. У нас по срубу не получится здесь больше. Вот у нас 900 миллиметров, да? Соответственно, мы объясняем. Но вы просто поймите, что окошко само по себе у вас здесь будет, ну, сантиметров 60, само стекло. То есть мы как бы на эскизной стадии проекта мы это все-таки обсуждаем, ну, чтобы заказчик имел точное представление, сколько у него будет света. Особенно это важно для котельной, потому что в котельной есть определенно требуемый размер стекла, именно стекла. Площадь остекления должна быть не меньше, чем 0,3 площади пола. Вот если мы здесь берем 11 метров квадратных, у нас площадь стекла должна быть там не меньше сколько. В общем, ладно. А с чем связано вот то, что такая какая-то? Это связано остекление с тем, что при взрыве газа Было куда выйти. было, да, чтобы вышибало стекло, а не ломало стены. Вот, ну, там надо требования смотреть в местности. Если это, допустим, другая страна,
Прибалтика, то там нужно учесть требования, которые существуют там по закону. Для их страны вообще, Да. специфика. Хорошо, смотри, следующий момент по ассортименту бревенчатому. Так как у нас ассортимент 6 метров, стандарт по России, он имеет Да, определенную да, цену. Вот это точно, правильный момент. Если мы начинаем придумывать стены более длинные какие-то там, то мы выходим уже за эти рамки, и это уже по карману начинает, да, заказчика там, опять же. Но нам придется заказывать длинномер. Ты знаешь, я вот думал о финансовой составляющей этого вопроса, что длинномер как бы дороже. Но я так понимаю, что проблема-то порой не в том, что он дороже, а в том, что его уже невозможно купить. Ну, и там и это Зашли тоже. заготовители. И это тоже, потому что они не любят возить. Да. Им проще вот укладывается в кузов 6 метров, они положили и поехали. Вот еще декабрь, январь, февраль у нас, ну, практически 2 месяца, когда можно вклиниться и заказать, сказать: ребята, напилите мне там по 7, по 8 метров, да, даже по 11, к примеру. Ну да, так они уже напилили, следующий потом просто всё. покупаешь, у них уже готовый, он Да. лежит на А складах. в марте он на складах уже лежит по 6 метров. И ты даже вот придешь, у тебя и деньги есть, но ты у заготовителя не возьмешь хороший лес. Поэтому длинномер, его нужно стараться избегать. Это объясняем для чего? Для того, что когда вы приходите, заказчик приходит с проектами и начинает говорить, что мне здесь нужна стена 6 метров по осям, а мы говорим, что нельзя, надо сделать поменьше, то ну, мы просто можем забыть сказать, что у нас там длинномер, вот, мы не можем. То есть, поэтому мы сейчас это проговариваем, вот, и начинаем уже проектировать с учетом нашего вот этого ассортимента 6-метрового. Хотя какие-то, да, Денис, эксклюзивные вещи, которые никак без этого не обойтись, Да. все равно мы делаем длинномер, вставляем его туда, это там 20% может быть от всего сруба. Ну где... давай вот сейчас наглядно посмотрим по чертежу. Здесь по планировке, по просьбе заказчиков, да, по их эскизному техническому заданию, они попросили заложить вот длину спальни по осям 5,80. Но бревно-то у нас здесь, оно с перевязкой выходит. Вот здесь у нас 60 сантиметров еще. И бревно получается 6,40, 6,400. То есть сюда ляжет у нас. Получается, в этом месте мы попадаем в ту ситуацию. Неизбежно будут какие-то длинномерные бревна. Единственное, что в этой ситуации нам, значит, облегчает, да, этот вопрос, это наличие вот этого окна. Проем. Соответственно, мы понимаем, что вот эти бревна у нас будут короткие. Нормально, мы можем купить, здесь будет 4 там, метра, там 5 метров, да. Но, допустим, 1, 2, 3, 4, 5 бревен как минимум здесь будут длинномерные. Но в этом проекте они будут вообще здесь вот сколько тут? Метров 7, наверное, да? По доставышам сразу вот поясни, как у нас, что такое доставыши и почему их нельзя делать. Потому что кто-то может сказать, а что тут, можно и в получашку вот здесь вот, да, допустим. Не, ну они, взять и во-первых, тут доставить. нельзя, они отломятся под весом балкона. Во-вторых, они тут будут, даже если мы уберем вес балкона, вообще просто снимем его, то здесь он может у нас отходить в сторону, правильно? Ну да, у нас же со скрайбингом, соответственно, мы подвешиваем чуть-чуть. И когда мы Завешивание не даст. это все притягиваем, это все потом высыхает и опускается на пазы, происходит разъезжание. Да, то есть вот по данной стене, сейчас я прям на нее еще солнышко поставлю. То есть по этой стене у нас получается здесь 1, 2, 3, 4, 5 длинномерных бревен будет. Конечно, если здесь мы сделали бы поближе стену, вот на 40 сантиметров, то у нас здесь бы вместилось бы вот 6-метровое бревно. Но, значит, в случае с этой планировкой мы все-таки оставляем подлиннее спальню. Ну и получается здесь, да, будет необходим какой-то процент длинномерных бревен в конструкции будет в любом случае. Нам нужно делать перевязки бревен. Плюс у нас, значит, сверху идет конструкция пустенбим. Конечно, здесь придется делать целое бревно. Мы не будем его разрезать. Вот
Это будут целые бревна. Где-то, да, стыки мы будем делать. Естественно, мы не целиком вот такое бревно мы никогда не найдем. Где-то мы будем его разрезать и стыковывать. Но в любом случае длинномер уже там процентов 10-15 длинномерных бревен идет практически на любой проект. И на начальной стадии, поэтому на начальной стадии, желательно, конечно, учитывать при построении планировки и закладывать такие размеры здесь, которые помогут нам избежать хотя бы массового количества. А то мы просто не купим Не лес. купим, и да, это все замедлит строительство очень серьезно. Угу. Понятно.